Привет, гайсики! Внимание, фейс-ревью. И сегодня мы поговорим о новой страсти Диснея, а именно выпуск так называемых живодействий переделок, а именно live-action ремейков. Это мой первый обзор на камеру, поэтому не обращайте внимания, если мои глаза будут где-то сверху, потому что там написано мой сценарий. И эти самые ремейки, как мне кажется, уже настолько опорочили этот жанр, что при одном упоминании этого выражения многих людей тянет блевать. А если вы добавите, что это ремейк классического произведения от Диснея, то человек, протерев уголки губ салфеточкой, добавит, что это еще и глумящийся над оригиналом ленивый кэш-граб. Почему? Идея создавать фильмы с живыми актерами по мотивам анимации или комиксов на самом деле носит благородный характер. Людей всегда привлекала возможность увидеть, как их любимые нарисованные герои выглядели бы в реальной жизни. В какой-то момент стали популярны арты, на которых мультперсонажи обретали стандартный человеческий облик, и многие мечтали увидеть реальные фильмы с любимыми героями. Да, этим по сути занимаются косплееры, за что им огромное спасибо. Они воплощают образы персонажей в жизнь, причем зачастую даже добавляя уникальные элементы и создавая продуманные аю. Вы скажете, ну, если фанаты на энтузиазме этим занимаются, то, наверное, у мега-мульти-биллион-триллион корпорации наверняка получается не хуже. Не, нихуя. И сегодня я перечислю некоторые факторы создания удачного лайв-экшн ремейка и разберу ошибки, допущенные в последних диснеевских адаптациях. С моей точки зрения, разумеется. Используя в качестве примера хорошего фильма картину «Скуби-Ду» 2022 года. Ну и куда же без дисклеймера. Я не буду разбирать все ошибки и нюансы во всех фильмах, иначе видео бы длилось часа 3, не меньше, а просмотров и что нравится / не нравится лично мне, не обязательно понравится или не понравится вам. У каждого свое видение того, каким должен быть фильм, поэтому вкусовщина. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек или пивчок и погнали! Лично я вижу два удачных пути для ремейка. Эдакий гайд для самых маленьких. Ты либо стараешься максимально копировать оригинал, повторяя, если не кадр за кадром, то хотя бы стараясь сохранить все ключевые моменты оригинала, которые так полюбили зрителям и стали своего рода визитной карточкой произведений. Либо максимально от оригинала отходишь, делая свое творение продуктом новым и уникальным. В этом, как по мне, и заключается основная трудность при создании живых адаптаций. Это кажется плевым делом, ведь есть на что ориентироваться, но, как оказывается, нет. Вы скажете, как отойти от оригинала? Есть много хороших примеров, например, история Адетты. Вот балет «Лебединое озеро», вот мультфильм «Принцесса-лебедь», а вот и «Барби и Лебединое озеро». Концепция одна и та же. На девушку накладывается проклятие, которое превращает ее днем в лебедя. Но какая разная реализация? Или Рапунцель от той же Барби и Диснея, или разные мульты от малоизвестных студий. Вот «Спящая красавица», «Алиса в стране чудес» и «Белоснежка» из моего детства. Просто посмотрите, насколько эти версии отличаются от диснеевских. Тут тебе и новые персонажи, и новые битвы, и новые сюжетные повороты. Также у нас есть категория эдаких спин-оффов, куда я отношу «Алису в стране чудес» Тима Бёртона или «Малефисенту». Поэтому о них я говорить не буду. Но последние ремейки Диснея — это, на мой вкус, ни рыба, ни мясо. А нечто среднее. Именно нечто. Потому что, с одной стороны, они заимствуют оригинальные песни, фишки, сцены, а с другой вносят такие значительные и, самое главное, нелепые изменения, что не совсем понятно, зачем вообще нужен этот космический, хитро вымудренный продукт. Это чтобы замаскировать паразитирование на любимой классике? Да ладно. Или чтобы приплести новые токсичные, прогрессивные идеи нового общества? Итак, первое, что бросается в глаза и ради чего мы смотрим ремейк. Персонажи. И тут все, очень печально. Не знаю, как вы, но я хочу видеть максимально похожих на героев актеров. Не столько по внешности, сколько по стилю и сути. Безусловно, иногда попытки воссоздать на 100% точную копию нарисованного героя выглядят весьма крипово, но это все же возможно организовать. Во-первых, есть таки на Земле люди, очень похожие на мультяшек. Например, Шегги — это просто 100% попадание, как по мне. Лучше, просто не придумаешь. Во-вторых, существует такая штука, как
грим, которая позволяет скорректировать черты человека без хирургического вмешательства. А в-третьих, у каждого героя есть свои ключевые черты. Я близорукая, поэтому вдали люди для меня просто мутное пятно. Но часто я могу узнать знакомого человека и вдалеке. Вы спросите, но как? Да потому что у людей тоже есть свои яркие черты. У кого-то это походка, у кого-то стиль одежды, у кого-то прическа. По ним узнаешь человека. Также и с киногероями. Только зачастую детали играют даже еще большую роль, потому что они тщательно прорабатываются на этапе создания персонажа. Посмотрите на команду Скуби-Ду. Все ее члены легко узнаваемы. Почему? В начале фильма для героев были воссозданы их оригинальные образы по типу косплея, а потом герои часто переодевались, но при этом их общий стиль сохранялся. Все цвета, для Дафны фиолетовый, для Велмы оранжевый и так далее. Индивидуальность, обратите внимание на лаковые сапожки Дафны или рубахи Шеги, прически, аксессуары, все соблюдено. Даже когда герои примеряют на себя костюмы, которые они не носили в мульте. А теперь гляньте на адаптацию Kim Possible. Кожа у Дракена не синяя, хотя в сериале на этом часто делался акцент и это проговаривалось вслух. Вместо этого мы наблюдаем какие-то странные синие вены, которые было бы имхо лучше нарисовать alcohol-based body paint для большего реализма. Волосы Кимы Шига — это просто фейспам. Фишка Шига — ее длинные, густые, черные волосы. В каких-то сериях они доходят ей до пояса, а в некоторых до колен. А у Ким, наоборот, волосы короче. Что же мы видим в этой гениальной адаптации? Все с точностью, да наоборот. У Шига волосы короткие, у Ким внезапно длинные. Почему? И что у Шига с костюмом? Сложно было сделать копию ее бодисьюта? К чему эта самодеятельность? И почему изменили ее сигнатурочную суперсилу? Это все была важная часть ее персонажа. Я такого нигде больше не видела. Так для чего произошла деградация? У вас уже есть готовые, любимые, уникальные персонажи. Так зачем их портить? Почему у фанатов получается без огромного бюджета сделать лучше и качественнее? Вы скажете, ну так постарались внести свою лепту, ты же сама говорила про изменения. Но здесь это первая лайв-экшн адаптация этого сериала, и поэтому имхо было важно показать фанатам оригинальные образы, а уже в сиквеле, например, отступить от них, как это сделали фанаты, пытавшиеся создать на энтузиазме 5-й сезон мультсериала. Ариэль. Тут мы поговорим про волосы и хвост. Думаете, в оригинале они красные и зеленые случайно? Давайте послушаем. What I remember was simply the fact that we had just come out with a mermaid picture in Splash. And you had a blonde Daryl Hannah. So right away it was just like, well, we got to do something different. People would walk into the room with totally different images in their heads. Guys, everybody knows mermaids are blonde, okay? And we're like, do they know that? Do we know that? The choice of red hair for Ariel works way better than blonde because, for one thing, you've got these lovely complements. You've got the red on top and the green tail. So you've got two complements, which gives you an energy. То есть люди долго спорили, какие цвета будут лучше для персонажа. И в итоге получилась очень живенькая комбинация. Зеленый и красный выглядят ярко и свежо и создают запоминающийся образ. Также прическа Ариэль выделяет ее на фоне людей. Она смотрится необычно и выдает в девушке русалку даже на суше. А теперь посмотрим на Хелли. Ее хвост больше голубого оттенка с примесью фиолетового и зеленого, а волосы, во-первых, они не красные. Во-вторых, они дреды. От чего же было принято такое решение? Создатели отталкивались не от персонажа, а от актрисы. Ага. Ну, думаю, тут понятно отношение продюсеров к этому продукту. И в итоге Ариэль выглядит бледнее и скучнее своих сестер, хотя должно быть совсем наоборот. И это отрицательно сказывается на восприятии сюжета. А все потому, что создатели хотели передать стиль и культуру актера, а не персонажа, которого они должны были воплотить в этой адаптации. Джафар, Бель, Шрам. Для меня пример мискаста. В мульте Джафар весьма колоритный худой колдун с бородкой, а тут просто мужик. Нормас. Из-за его уже вполне себе накачанной фигуры и детской графики в конце вообще непонятно, это он получил космическую силу джина или просто зашел попариться топлес в баньку после воркаута в качалке. Про то, что Эмма Уотсон похожа на кого угодно, только не на Белль, я думаю, мне говорить не нужно. Все же хотелось бы увидеть хотя бы чуть более точный подбор актеров, ну и чтобы он вообще был.
И это не значит, что актеры некрасивые или плохие. С той же косметикой можно было бы добиться сходства, но как будто всем вообще пофиг. И стоит ли мне что-то говорить про внезапный альбинизм Шрама? Про то, насколько более экспрессивным и дерзким выглядит его анимационный покрас? Про цвет шерсти, форму морды и иные черты? Это то, что выделяет персонажа и создает колорит истории, и вырезать все это ради псевдоофигенного реализма, ну, я просто не вижу в этом смысла, если от этого страдает фильм. Актерская игра. Само собой, возможности анимации гораздо более масштабные, чем то, что мы можем делать в реальной жизни. Это касается как оформления окружающего мира, так и спектра эмоций, которые может показать персонаж, но про это я расскажу подробнее в видео про анимацию. Вы скажете, но ведь невозможно достичь уровня нарисованной мимики. Да, это очевидно, но, во-первых, знали ли вы, что мимику той же Ариэли Авроры или хореографию Рапунцель срисовывали с живых моделей? Специально, чтобы мимика и движения были приближены к человеческим. А во-вторых, это значит, что надо наоборот стараться больше, тщательнее подбирать актеров и наставлять их. Даже когда дело касалось озвучки, композитор Говард Эшман часами сидел с актерами в студии и координировал буквально каждый их вдох, чтобы получить нужный результат. Every little breath you take is enormous. Emotion and then not letting it off. Not letting it off, but having it here. When's it my turn? Wouldn't I love that stuff? What would I give if I could live out of these waters? The intensity is better than what would I give is better than noise. Yeah. Актеры в Скуби-Ду стараются, их мимика экспрессивна, они работают, они развлекают зрителей. Режиссер Раджа Госнелл даже настоял на том, чтобы Дафну и Фреда играла настоящая семейная пара. В Kim Possible внезапно Дракин и Рон молодцы. Даже малой Дракин мега крут. Дракин не переигрывает, он держится в довольно стабильной зоне безумно-злодейского спектра. Ух, как он хорош! И если б Шика сделали нормальный дизайн образа, то сцены с этой парочкой стали бы просто жемчужиной. Your end is... No. Русалочка. Ох, блин, у анимационных героев, даже у Тритона, огромный спектр эмоций, тут не поспоришь. И помнится мне в свое время Кристен Стюарт жестко хейтили, мол, у нее в «Сумерках» одна эмоция, нет экспрессии, ну, тут все еще печальнее. У Тритона 2 эмоции в фильме, вау. А что касается Хейли, тут уже критики много про это говорили, я не буду повторяться, но я лишь добавлю, что часто это даже не вина актеров. Это как в топ-модели по-американски вину за плохое фото кладут исключительно на модель, хотя большая часть работы принадлежит фотографу и креативному директору. Light is very important, but it's more of a photographer thing. I would never put the responsibility of finding the light on a model. And this is coming from a photographer. Так и в фильме. Ну, что поделать, если создатели решили перекрутить любимые сцены в мясорубке и вырезать все самые сочные кадры. Бывают такие случаи, когда актеры настолько талантливые, что своим блестящим перформансом заставляют людей по-новому взглянуть на персонажа и сказать: «Вау, это было круто! Этот герой даже открылся с новой стороны!» А здесь мало того, что актеры будто голодные и ждут перекуса, или им просто скучные, на все пофиг, так еще и удачные сцены и кадры, которые могли помочь им проявить себя, в ремейках просто отсутствуют. И тут мы плавно переходим к execution, то есть реализации. У меня иногда бывает, что во время прогулки или дома у меня начинается взгляд астрал. Это моменты, когда я начинаю планировать новые видео, какие-то музыкальные клипы, и я задумываюсь о композиции, там, куда поставить камеру, как должен падать свет, какие можно сделать переходы. Изя, ты тут? Алло. Чтобы получилось круто и так далее. И к ремейкам у меня есть несколько вопросов. Где удачные ракурсы? Где красивые сцены? Куда делись все цвета из «Русалочки»? Почему такой бледный мир везде? Так темно, что полфильма вообще ни черта не видно, как будто наложили полупрозрачный черный прямоугольник поверх фильма при рендере. Или это просто выглянул на улицу весной, когда еще утром туман и все тупо серое. И ты такой стоишь и думаешь: блин, настроение ни к черту. И создатели решили передать вот это самое
самое настроение в своих фильмах. И это не проблема, которая решается миллионами долларов. Даже фанаты в несколько кликов делают картинку сочнее и приятнее глазу. Так в чем проблема была сделать так изначально? И те же фанаты снимают более точные и вкусные видео, где видны цвета, а за персонажами приятно и весело наблюдать. И тут мы видим новую чуму 21 века в киносфере. CGI. Это тоже тема отдельного видео, но куда делись практические эффекты? Теперь CGI вездесущ, от него не скрыться, он во всем, он проник в каждый дом и, возможно, стоит прямо сейчас за вами. Фон, костюмы, герои. Но зачем? Фильм Kim Possible открывается с очень завораживающих видов графона, который там даже не нужен. Ведь изначально этот мультсериал был про девочку, которая, да, черлидер, да, шпион, но основной упор делался на боевку, на то, что она такая гибкая, прыгучая, может делать там всякие сальтухи и так далее. И вот этот ущербный графон только все портит. Почему было не найти, не знаю, там, настоящих черлидеров, не показать крутые поддержки, танцы? Кстати, в этом фильме Ким даже больше не черлидер. Да, я не знаю, зачем это сделали создатели, ведь это реально была большая часть ее персонажа. Именно благодаря черлидингу Ким получила свою сигнатурочную гибкость, с помощью которой она побеждала злодеев. Почему-то они решили, что за футболом будет гораздо интереснее наблюдать. Вот это номер. И еще один вопрос, который я хочу задать, это реализм или долбобизм? Прошли те времена, когда актеры часами сидели, пока их гримировали, дабы получить наилучший believable результат. Теперь графикой стало практически все. От самой Хейли в русалочной форме, русалочной, остались только лицо и руки, а волосы и даже грудь заменили. И нет, я не против использования CGI в кино, отнюдь. Главное, чтобы все было в меру. Например, в «Зачарованной» классно сделали животных, помогающих Жизель убирать квартиру. Но когда ты смотришь на экран и понимаешь, что в кадре нет почти ничего живого, все графон, это немного удручает. Бедным актерам приходится просто воображать себе что-то, пока их окружает пустота и вспомогательные инструменты. И такое обилие графики не всегда значит лучший результат. Роуэн Аткинсон мог создать целый сеттинг и погрузить зрителей в историю одним лишь своим исполнением и простейшими предметами. Кстати, он же играл одну из главных ролей в Скуби-Ду, совпадение? А тут аниматоры пыжатся изо всех сил, выдавливая из себя графон, но мир все равно кажется пустым и искусственным. Ведь важно правильно подбирать способы реализации задумки, и дело тут даже не в CGI против практических SFX. Возьмем в качестве примера забавную тетушку из Аладдина. Сравним обе версии. Тут, на мой взгляд, имеет место быть потеря комедийного элемента. Насколько колоритная эта дамочка выглядит в мультфильме, и насколько зажеванным этот момент кажется в фильме. И из таких мелочей складывается в итоге общая картинка.